11 декабря 2009 года свет увидела первая игра, пожалуй, самой известной серии мобильных игр Angry Birds Classic. Именно эта игра заложила некоторые основополагающие каноны серии, которые остаются неизменными вот уже на протяжении 13 лет. В этом году вышел перевыпуск игры Rovio Classics Angry Birds, который вернул игру к своей более ранней версии 2012 года. На его примере мы и разберемся, как все-таки устроена главная игра серии. Мы поговорим не про то, как была придумана сама игра, ее геймплей или созданы всем известные персонажи, а про то, как она устроена, какие геймдизайнерские решения принимали разработчики, как построено повествование в этой, казалось бы, совсем простой мобильной головоломке и почему устройство этой игры сильно повлияло на все игры франшизы, даже на тайтлы с неклассическим геймплеем. Полетели разбираться. Мало для кого является секретом, что геймплейное ядро для начала своей главной франшизы финская Rovio почерпнула с Crash the Castle. Но, думаю, все понимают, что игра обрела такую популярность не потому, что разработчики просто украли интересный геймплей и хорошо уложились в продвижение игры. Успех игре принесли привлекательные персонажи, яркий и приятный визуальный стиль, проработанная физика и уже ставший легендарным саундтрек. Но менее заметной составляющей успеха игры, но не менее, а возможно и более важной, является хороший геймдизайн, сделавший мир игры одновременно очень простым и понятным, но в то же время притягательным. Чтобы разобраться в геймдизайне, нужно понять, как устроены единичные элементы игры. Самый первый эпизод – Poached Eggs – вареные яйца. Все, что справедливо для этого эпизода, справедливо и для других. Эпизод встречает нас вступительной катсценой без анимации, где Ред, Бомб и Матильда стоят в недоумении над пустым гнездом. Кто-то из Синей Троицы, а скорее вся Синяя Троица, на которую олицетворяет одна птица, находит следы, но выслеживается в ней только Чак. Такую структуру имеют почти все вступительные катсцены в игре. Ред, Бомб и Матильда ничего не понимают, Синяя Троица находит какие-то улики, но только у Чака получается сложить все детали и обнаружить свиней. Таким образом, каждая вступительная катсцена хоть и состоит из всего лишь одного двигающегося влево изображения, но скорее больше по структуре напоминает комикс и состоит из нескольких действий. Обнаружение проблемы, находка улик, ведущих к разгадке, и обнаружение виновников происшествия. В этом прослеживается и стиль игры. Несмотря на минималистичность повествования и функциональность сюжета, разработчики не забывают о нем и очень четко вырисовывают историю. Это стало одним из причин успеха игры. Игроков смог заинтересовать мир игры, и им захотелось узнать о нем больше, что вылилось в мультсериалы и фильмы. После катсцены начинается сама игра. Игра начинается с первого персонажа Реда, и первые уровни сразу демонстрируют, насколько хорошо в этой игре прописана физика. И игрокам показывают три основных блока игры – стекло, дерево и камень. И взаимодействие с ними дает понимание, что птицы не одинаково эффективны против разных материалов. Первые уровни представляют из себя совсем простые строения. На 10-м уровне нам дают новую птицу. И сразу на контрасте каменных и стеклянных блоков показывают ее слабые и сильные стороны. Потом нас учат комбинировать птиц для прохождения уровней. На 16-м уровне дают Чака. Постепенно нам показывают виды врагов, свиней разных размеров, которые отличаются прочностью. И первая локация игры заканчивается противостоянием с боссом, капралом с двумя охранниками. В этой битве участвуют все птицы. По сути, это даже не босс, а просто новый вид противников. От других свиней он отличается только прочностью. Но чтобы показать то, что это совсем другой вид свиней, его представляют как босса. После этого идет катсцена с промежуточным итогом – победой над боссом. На второй локации нам дают оставшихся птиц. На 5-м уровне Бомба, на 14-м Матильду. И вторая локация заканчивается тоже боссом и катсценой.
Но опять же, это тоже обычный враг. Чтобы сакцентировать на нем внимание игроков, на последнем уровне его окружают капралами. На последней локации нам уже доступны все блоки, все противники и все птицы. Так что мы просто встречаем их в разных комбинациях. И на последнем уровне появляется единственный босс в игре – король свиней. Да, он тоже отличается от других врагов только прочностью, но в отличие от них он может быть только один на уровне и появляется, как правило, только на последнем уровне эпизода. С устройством первого эпизода мы разобрались. И остальные устроены по такому же принципу. В конце каждой локации боссами по очереди выступают капрал, барон и король. Правда, есть исключения в виде некоторых эпизодов, но в любом случае в конце каждой локации есть босс и катсцена. На первый взгляд с повествованием в игре все просто. В игре очень банальный сюжет, который подается через катсцены. Свиньи воруют яйца, птицы их побеждают и возвращают яйца обратно. Тогда свиньи воруют яйца на шариках, потом свиньи запирают птиц в клетки, но их спасает Терренс. Но на самом деле все немного интереснее. Да, сюжет действительно прост и не несет особой глубины. Но геймдизайнеры также используют локации, фоны и окружение, чтобы рассказать некоторые детали истории и мира. Не очень понятно? Тогда давайте пройдемся по 6 первым классическим эпизодам. Почему они классические? К этому мы вернемся чуть позже. Итак, сюжет. Свиньи воруют яйца и птицы отправляются за ними. В первой локации первого эпизода выступает какая-то поляна, возможно, кобальтовая плата. В фоне преобладают голубые цвета, а строения свиней довольно просты и не похожи на постоянные места для жизни. Это говорит о том, что мы еще не совсем в Свинограде, а где-то в его пригороде, далеко от гнезда птиц. После победы над капралом, который, возможно, был охранником города, мы попадаем на другую локацию. Здесь преобладают зеленые оттенки, но есть и желтые элементы. По растительности видно, что здесь жарче, чем на первой локации. Также постройки свиней больше похожи на городские. Здесь даже есть поезд. Также мы видим больше капралов, которые являются некими стражами города. После этой локации мы переходим в красную пустынную землю. Здесь даже растут кактусы. Именно здесь и находится замок короля. Мы уже видим перемещение по некоторым локациям, в которых расположен Свиноград. После событий первого эпизода город разрушен, но свиньи снова воруют яйца, используя манекен. И мы уже видим другие локации, и здесь тоже есть замки короля, правда уже другие. Так мы понимаем, что теперь свиньи сбежали в другой город или в другую часть Свинограда, потому что он не был разрушен весь после первого эпизода. После событий второго эпизода свиньи понимают, что простыми способами украсть яйца не получится, а обмануть птиц невозможно. Поэтому они уносят яйца на воздушных шарах в какие-то джунгли. Там они берут в плен Хелла, который, похоже, проживал как раз в этих джунглях. Но птицы освобождают его. И, забираясь все дальше по деревьям, они уничтожают очередные строения свиней. Затем они прилетают в ночной город. А потом вообще отправляются на какое-то облако, своим видом явно отсылающее на сказку о Джеке и бобовом стебле. Ну, то есть, у свиней настолько закончились все постройки в городах, что им приходится исхитриться и бежать куда-то на небо. И после этого эпизода уже весь Свиноград оказался полностью разрушен. Так что свиньи надели каски и начали восстанавливать город. И попутно захватили всех птиц. Но, похоже, они не знали о Терренсе, которому приходится сражаться со свиньями самому и где-то за кадром спасать птиц. Ну и еще он по-быстрому спасает Хэлла. И так как свиньи восстанавливают город, то весь эпизод мы играем на всех старых локациях. Но кроме последней облачной, потому что свиньи, видимо, поняли, что жить на облаке не очень практично. То есть весь этот эпизод происходит на старых фонах, но только на них еще присутствуют строительные экраны. А уровни этого эпизода повторяют предыдущие уровни на этих же локациях. Но, конечно, не полностью, так как свиньи все еще продолжают их восстанавливать. И вот здесь свиньи только принесли воду, чтобы налить ее в бассейн, а здесь еще не успели отстроить часть зданий. Таким образом, мы проходим уже пройденный путь, но быстрее и по-другому. Так как в нашем распоряжении есть только 2 птицы, которыми мы играли меньше всего, и мы один эпизод осваиваем только их.
После этого свиньи решили сбежать на абсолютно другую часть острова, которую мы еще не видели, на Дикий Запад, с характерными для него сооружениями. И после этого в 6-м эпизоде свиньи уносят яйца в шахты. Но и здесь птицы вновь побеждают. Теперь понятно, как разработчики используют фоны и постройки свиней для рассказа о мире игры. Но такой геймдизайнерский подход все-таки остался уникальным для серии. Да, в других играх, даже и с неклассическим геймплеем, Rovio, конечно, также очень трепетно относились к окружению, чтобы оно рассказывало как можно больше информации о мире игры. Но в других проектах гораздо большую роль давали катсценам. Или же сюжет был совсем не важен, так что фоны несли минимум информации, как, например, в Angry Birds Seasons. На удивление, чуть ли не единственная игра, оказавшаяся наследником геймдизайна Angry Birds Classic, это Angry Birds Journey. Да, в этой игре мы путешествуем по различным локациям в поисках особых артефактов. И локациями выступают остатки древних различных цивилизаций, информацию о которых мы получаем из остатков их строений на фоне и из природы их места проживания. Также Angry Birds Classic пользуется цветовой драматургией. В каждой следующей локации на эпизоде цвета становятся теплее и ярче, создавая таким образом напряжение. В эпизоде Danger Above кульминация достигается на второй локации, чей фон полностью черный. И после этого напряжение разрешается на белоснежной локации. А в Surf and Turf напряжение на финальной локации добавляет гроза с молниями. Level дизайн сыграл, безусловно, огромную роль в успехе игры. Отлично сбалансированные и проработанные строения свиней заставляли игроков возвращаться в игру. Как было сказано ранее, в том числе и постройки свиней помогают раскрывать сюжет и мир игры. Здесь можно вспомнить слова Сандра Квалевидзе, геймдизайнера Angry Birds Journey. Уровни выстраиваются так, чтобы в них был свой мини-нарратив. И так и происходит. На уровнях можно увидеть свиней, купающихся в бассейне, или вот здесь, например, свиньи решили перекусить в кафе. А некоторые уровни воспроизводят целые сцены. Вот дилижанс подъезжает к таверне, а здесь на поле работает трактор. А вот добыча ценных арбузов в шахте. В основном уровнями являются какие-то постройки свиней, соответствующие месту действия, будь то крепости в городе или вигвамы на Диком Западе. Тут нужно вспомнить, что игра очень условная, так что дома свиней не выглядят так, что в них можно войти, а вместо воды в бассейне вообще лежит лед. Но условность мира легко считывается игроком, так что игре это не мешает. Все постройки довольно схематичны. Также на уровнях может быть собрана из блоков техника, которая является скорее символической, чем реально работающей и служит просто укреплением свиней, просто в такой интересной форме. И здесь бывают чисто символические уровни с лошадьми из деревянных блоков и даже людьми. И такой подход к дизайну уровня еще больше увлекает игрока. Ведь кроме того, что сами уровни отлично проработаны в плане деталей, рассчитаны на разные способы прохождения конкретным набором птиц, и сделаны так, чтобы при разрушении уровень продолжал быть интересным и не превращался в груду обломков, так еще и сами уровни выглядят привлекательно и интересно. Тут или реальная техника или здания, или информация о образе жизни и архитектуре свиней, или отсылки на что-то из реальной жизни. Ведь, согласитесь, гораздо интереснее разрушать запоминающиеся уникальные осмысленные постройки, чем просто крушить какие-то одинаковые бессмысленные непонятные нагромождения. Уровни в Angry Birds Classic уникальные и запоминающиеся. Благодаря этому игру интересно перепроходить. Для успеха игры важна реиграбельность. Иначе она закончится очень быстро, игроки уйдут. И разработчики хорошо поработали над реиграбельностью Angry Birds Classic. Во-первых, система звезд. Любой уровень можно пройти на 1, 2 или 3 звезды. Это зависит от того, сколько очков вы заработаете. Очки вы получаете за уничтожение свиней, различных блоков, и также вам дают много очков за неиспользованных птиц.
И прохождение на 3 звезды может увлечь надолго игроков, которым обычное прохождение кажется неполным и слишком легким. Для тех, кому и этого мало, в игре есть могучий орел, и прохождение им еще интересней. Во-первых, могучий орел уничтожает всех свиней на уровне вне зависимости от того, как вы кинете консервы. Но вам нужен стопроцентный Eagle Score. Для этого нужно уничтожить максимум построек на уровне. Во время полета орел меняет свою траекторию, и это надо учитывать перед выстрелом. Также на многих уровнях вам придется перед орлом разрушать некоторые постройки птицы. Это делает геймплей увлекательным. Но чтобы пройти игру на все 100%, не обязательно тщательно продумывать все выстрелы заранее. Игра это все-таки интерактивный вид искусства. И Angry Birds Classic благодаря своей отличной физике дает игрокам простор для экспериментов. И для прохождения некоторых уровней на все 100% не хватит точных расчетов для выстрелов. Удача здесь тоже играет роль. Золотые яйца это бонусные уровни, которые вы получаете за нахождение секретов. Они являются фирменной фишкой серии игр. Хоть в поздних играх про них и часто забывают. Часть золотых яиц является вознаграждением за прохождение эпизодов на 3 звезды, но большая часть из них является спрятанными секретами. Вам надо будет находить золотые яйца или предметы, похожие на них, и не только на уровнях. И также яйца могут быть спрятаны в других предметах на уровнях. Это заставляет игроков внимательно изучать не только уровни, но и саму игру. Ведь никогда не знаешь, в каком разделе игры найдешь золотое яйцо. И опять же, это больше увлекает игрока в игру, заставляет замечать новые детали и вновь возвращаться в игру. Ведь в каких еще играх вы облазите все разделы в настройках? Сами золотые яйца это отличные вознаграждения, так как вы получаете действительно классные уровни. Это может быть несложный уровень с интересным левел-дизайном, который приятно разрушать, или просто комната, где можно потыкать на различные объекты, например на птиц или блоки, и послушать, какие звуки они издают. И опять же, такое взаимодействие сближает игроков с игрой. Теперь даже звук разрушения каждого блока для вас родной. И культовая Funky Sim, который перед 13-й годовщиной игры крутили 13 часов подряд, Angry Birds Gaming тоже оттуда. Пришло время поговорить об остальных эпизодах Rovio Classics Angry Birds. Birthday Party является просто праздничным эпизодом, посвященным дню рождения игры. И примечателен он только вводом в игру Стеллы и Бабблза. А Surf и Turf изначально вообще появился в Angry Birds Friends, но вскоре, спустя 23 дня, был добавлен и в оригинальную игру. Эпизод показывает новую тропическую часть острова. И на самом деле является ремейком первого эпизода игры. Заметьте, что птицы появляются в этом эпизоде по очереди, в таком же порядке, в котором они появляются в игре. И Капрал и Барон первый раз в эпизоде появляются как боссы на финальных локациях. Так что по сути эпизод является ремейком первого эпизода, но с добавлением Хэлла и Терренса. И с увеличенной сложностью уровней. Но почему так? Почему в итоге игра пришла к ремейку своего же первого эпизода? Как вы помните, я назвал первые 6 эпизодов классическими. И вот почему. Эти 6 эпизодов игра развивалась. Разработчики вводили новых персонажей, переосмысляли старые уровни, играли с сеттингом. А что потом? Потом Angry Birds Classic умерла. Потенциал игры был исчерпан, ведь появилась Seasons с регулярными выходящими тематическими эпизодами, в которые постоянно добавляются новые блоки и объекты. А для тех, кто хочет соревноваться с другими игроками, появилась Friends. Неизвестно, почему Rovio решили сделать Хэллоуин отдельной игрой, а не добавлять просто как новый эпизод в классику, но это решение стало фатальным для игры. А так Rovio могли спокойно совмещать эпизоды из классики и Seasons в одной игре, что сейчас отлично получается у Reloaded. Потому что так у Angry Birds Classic просто не осталось тематики, за которую можно было бы зацепиться. Friends это про турниры, Seasons про праздники, у Space вообще сеттинг в космосе, ну а Classic, Angry Birds Classic оказалась просто больше не нужна. Решение создавать все больше новых игр убило классику,
но, возможно, стало ключом к популярности франшизы. Это дало ей возможность расти. А что касается Angry Birds Classic, то после 2012 года в игру особо ничего толкового не добавили. Были неплохие рекламные эпизоды Bad Piggies и Angry Birds в кино, добавляли разные бонусные эпизоды и всякие бесполезные туториалы, но сказать, что Rovio не пытались реабилитировать игру, было бы крайне несправедливо. Rovio пытались переосмыслить способности птиц в эпизодах Short Fuse и Mighty Feathers, но как-то не вышло, и эпизоды про других птиц мы так и не увидели. Инновационный геймплей эпизода Mighty Feathers был раскритикован игроками, так что эксперимент не пошел дальше одной локации. Позже была попытка возродить игру с помощью сюжетной ветки эпизодов Piggy Farm и Jurassic Park, но и это не увенчалось успехом. Игру также пытались сохранить с помощью турниров, но Mighty League тоже была раскритикована игроками, так что оригинальные уровни, создававшиеся для нее, ушли на полку. Позже были растасканы для эпизодов Angry Birds Reloaded. Да и на самом деле Лига не предлагала ничего особо нового и была явно гораздо хуже Friends. В игре после прохождения можно было только позалипать в прикольном режиме King Peak, но этого, понятное дело, было мало. Так что игра умерла. И летом 2019 игра была удалена из магазинов приложений вместе с другими играми, так как Rovio прекратили ее поддержку. Но игра обрела новую жизнь весной 2022 года, благодаря неравнодушным фанатам и небезразличным к франшизе разработчикам. В отличие от других игр франшизы, классика не смогла найти свое место и особенную изюминку, так что запомнилась фанатам как начало легендарной франшизы. У многих эта игра любимая, так как она просто была первая. И можно говорить, что в Space интереснее физика или в Seasons круче уровни. Да, наверное, это так, но зато классика была первая, и поэтому она просто не могла быть другой. Это ее достоинство и проклятие. В любом случае, Angry Birds Classic — это замечательная игра, определившая эпоху. Ее влияние можно найти в современных играх. И перевыпуск игры в 2022 году показывает, что она актуальна до сих пор. И теперь, после этого ролика, возможно, вы знаете чуть больше о ее устройстве. Никто не знает, в каком направлении пойдет франшиза Сердитых Птичек дальше. Но пока Angry Birds Classic есть в магазинах приложений, ее наследие будет жить.